даже если все в порядке, это не самый страшный аэропорт, и нас не трясет, я просто боюсь находиться в самолете, когда он летит. Вот что я поняла сейчас. Приезжаешь в Лиссабон, и тебе делают вот такой завтрак. И кота спугнула. Так, друзья, как вы уже поняли, я в Лиссабоне. И первая моя задача самостоятельного пути здесь начинается с того, что я ищу метро Сан-Себастьян. Я его нашла. Сейчас пойду покупать себе карту проездную. Вот. Сан-Себастьян тоже не просто так. Это город, в который я очень хочу поехать. Это страна басков, север Испании. Так что я думаю, все не просто так. Здесь 1,85 стоит один проезд. Можно, получается... Вот такая милая желтая карта. Вот так выглядит карта метро здесь. Дешевле, чем платить просто картой в автобусе. А я сейчас ехала на автобусе и понимать, что пешком идти по вот таким вот, именно таким, как я показываю, горкам, это вообще не прикольно. До нашего приезда здесь было 20 с чем-то градусов. Сейчас приехали, и вот эти дни, что я буду здесь будет 35. Я так люблю 35 градусов. Шла и увидела вот такое вот место и поняла, что хочу там купить кофе. Уже не пожалела ни разу, потому что я заказала кофе. Во-первых, посмотрите, принесли в этой милой кофточке для кофе. Вот, и еще огромную холодную бутылку с водой. Прекрасно. Собака. И вот такая вот лестница красивая сюда. Принесли мой банана-бред. Вот так, вместе с бутылкой. Друзья, которые здесь живут, рассказали. Во-первых, мне перед тем, как я пошла вот гулять по городу, не строить высоких ожиданий, что это будет какой-то такой масштабный, большой, просторный, я не знаю. Не так, как ты себе представляешь столицу, вот так можно сказать. Но у меня таких ожиданий в целом и не было, и на самом деле я не очень-то и уверена, что я люблю какие-то большие города, да, судя по тем местам, где я уже была, и... Так что посмотрим. До самого центра я вот только вышла, но решила сначала подзарядиться и пойти потом смотреть все остальное по пути. Я решила начать чуть-чуть сверху города и спускаться вниз, а не наоборот. Вот. Я думаю, я поступаю мудро. Это как в Сочи, где плоскости смешались, все у тебя один дом заканчивается вот здесь, и на этом же уровне начинается другой, вот его пол находится. И, конечно, это немного ломает голову, когда ты отвыкаешь от такого. Вот. Здесь примерно такая же история. То есть живем вот здесь, мы что-то прошли вокруг, а я уже не понимаю, где мы находимся. Хотя это 2 минуты ходьбы от подъезда. Немножечко придется пораскидать извилинами. И вот что необычное, что здесь просто летает самолет. Вот я уже 3 штуки видела, пока сижу. 4-й. Вот здание старой церкви по пути. Я прочитала, церковь Сан-Себастьяна. Здесь не подписано. Но я направляюсь вон туда, в парк Эдуарда VII. Вот такой вот парк. Я поднялась, я так понимаю, в его начало. Вверх, пик. И планирую от него идти вниз. Как я говорила, что-то мне подсказывает, что это мудрое решение начать сверху и спускаться вниз. Вот и воду видно. На камере я уже вижу, это очень прикольно выглядит, но... Ладно, в жизни тоже не прям чтобы сильно. И зато здесь есть вот такой интересный фонтан. Ну, если очень хочется сфоткаться с семьей чужой, можно вот тут сфоткаться. Самолет, самолет, самолет. Видите, я не шучу, когда говорю, что их очень много здесь. Вообще парк очень прикольный. Здесь так тихо, просторно, зелено. Виды прикольные тут, так что мне нравится выбранный маршрут. Пока что, да? Посмотрим, как быть дальше. Я вам не советую вот к этому кольцу идти, вот оттуда с парка спуститься, потому что, мне кажется, я полчаса простояла, переходя вот эти дороги. И оказалась на вот такой оживленной улице. Здесь много машин, много светофоров, в общем, не так уже лампово, как было повыше, поэтому, наверное, надо спускаться по другим улицам. Но мне нравится пол. Вот эта плитка, как нам сказали, называется кальсада. Выглядит очень классно. По ней приятно ходить. Смотрите, в каком милом здании находится магазин Massimo Dutti. Походу, это проспект, как в Барселоне, Passeig de Gracia. Здесь много разных магазинов. Большой, широкий магазинный проспект. И это все здорово. Но я вон там вижу рыбу. Какая лавка интересная. Смотрите, за какой витриной находятся здесь продукты.
Я оказалась вместе без тенька. Тут повыше поднялась, и вот в целом здесь выглядят дома довольно по-человечному. Не вылизанная картинка. Вот, начинает открываться взор на город. А здесь вот так. Да, мне говорили, здесь среди обыкновенного центра спокойно может стоять заброшенный 4-этажный дом какой-нибудь. Я шла на смотровую площадку, а здесь какой-то фестиваль еды. Вот так вот здесь. Вот, здесь гораздо лучше видно, чем из-за забора, где я вам ниже снимала. Не хочу показаться недовольной, но на самом деле мне не то чтобы прям супер этот вид понравился. Как будто бы по пути мне нравилось чуть больше, чем здесь. Ладно, я здесь постояла чуть подольше, и в целом мне здесь понравилось. Стоило отойти чуть-чуть в конец, я пришла вон оттуда, сейчас я стою в другом углу, и на самом деле... Такой вот фуникулерный трамвай тут есть, прикольный. И в целом здесь трамваи прикольные по городу ходят. Вот такая вот дорожка. И вы видите это? Это столько лифчиков висит. Страшно представить, что и почему. Какой дом. I tried thinking of how I could. Интересно. Мне кажется, я просто настолько уморилась, и по мне сейчас оно видно. Я просидела, наверное, часа 2 сейчас в кафе. Просто 2 часа прошли незаметно, я вот так вот растеклась. Хотя там даже кондиционера не было. Короче, очень жарко. У меня глаза полностью не открываются. Но я решила, что пора двигаться дальше. Сколько можно сидеть в кафе. Спускаюсь к воде. Все как бы ничего. Но вот этот пол, я боюсь поскользнуться. Он реально скользкий. И вот так вниз прямиком покатиться. Например, вот. Как видите, это заброшенный дом. А рядом вполне себе достопримечательность. Интересная улица. Называется Розовая улица. Он аж оттуда сюда. Друзья, вы не поверите, знаете, куда я пришла? Угадайте. Пришла на площадь, которая есть в каждом большом городе. Такая мне мысль проскользнула, когда я увидела вот эти арки, вот это вот все, памятник по центру. Раньше, не так давно это было, все время сравнивала с Питером и с Дворцовой площадью, а сейчас я просто стала, наверное, каждый раз это ассоциировать и просто понимаю, что такая площадь есть во всех городах. Примерно такая. Вот, зачем я иду в центр, в такое пекло? Кто меня заставляет это делать? Вот это интересно стоит. Что-то интересное происходит. Если он провисит 2 минуты, то выиграет 50 евро, что я поняла. Смотрите, как по-дурацки я загорела. Я чуть-чуть мазалась с утра, но видно, я очень криво это сделала, потому что теперь это в виде вот таких вот шлепков каких-то. Как можно было так сделать? Я в шоке. Такого точно в других городах нету. Это нечто уникальное. Это лифт. Он поднимает, я так понимаю, там выше какой-то проход на площадь другую или на 2-й уровень. Смотрите, вот очередь. За некоторые деньги можно подняться. Вот где-то вот. Ой, как тут хорошо и прохладно. Боже мой. А вот с этой стороны, во-первых, дама стоит, во-вторых, вот так он выглядит. И вот какой-то интересный рисунок, можно это так назвать.
А еще здесь музыка интересная. Опять мы с ним встретились. Ну, привет, Кристиана, привет. Как жизнь? Один отдыхаешь? Так, я села рядом с монастырем. Купила себе минералку. Это уже, я не знаю, какая бутылка воды за день. Очень жарко, как вы видите. И еще у меня есть веер. На улице очень жарко. Поэтому выбор пал на то, чтобы прийти в место, где нет кондиционера, и поесть горячий суп. Отлично. Мелодию играет спустя пару часов. Вот, кстати, куда лифт идет. Теперь видно. Так, куда-то нас ведет. В морожентерию. Чего? Производит мороженое с 1949 года, и никто не знает, почему. И никто ему не платит за это. Более того, я ни разу не ел. Похоже на отрядников. Ничего себе. Прикольные оранжевые носки. Концерт, да? Дело говорит. Нормально. Как тебе мороженое? Мороженое? Блин, вообще. Мороженое, блин, вообще. Такой красноречивый. Балдеж. Литературный язык так и льется. Хоть слово. Мороженое за уши не оттянешь. Да, такое, да. Реально? За уши не этим? Ой, смотрите, как много людей. Что там наверху они сидят? Это... Это что, спид-дейтинг какой-то? Нет, это бар, бельгийский пиво. Типа, просто бар. Хорошее пиво, с хорошим пивом в Лиссабоне. Просто не все очень хорошо. Какая конкурска? Мороженое. Настоящее получается. Жесть. Да. То есть пострадала вишня? Бар «Спутник» — это святая святых. Стал таким местом, где Силы. притяжение. Я не знала, что здесь есть мост, который сделан копия, как в Сан-Франциско мост. Вот такая вот я просвещенная, зато сегодня удивлена этому факту. Я наконец-то вернулась домой. Самое важное, что я хочу вам сказать, это если у вас есть SPF крем в виде стика, то наносите, пожалуйста, его все равно очень внимательно и равномерно. Потому что то, как это сделала сегодня я, вот так вот что-то себе понамазала, мой мозг это воспринял как завершенное какое-то действие, и я пошла гулять весь день сегодня по улице, по солнцу. Результаты вот этого халатного отношения к нанесению вот этого вот SPF вылилось это в итоге на моих плечах. Вот я хочу вас предостеречь от такого. А в завершение я хочу рассказать одну такую историю. Мы когда уже подходили к дому, и около одного из подъездов по пути сидел дедушка. Оказывается, они ему постоянно помогают и доводят его до дома. И мы сейчас вдвоем доводили вот этого дедушку до дома. Очень органичное и подходящее завершение вот такого первого дня в Лиссабоне. Такие вот вещи произошли именно в этот день и вот так повлияли на мое впечатление, первое впечатление, да, о городе. Берегите себя и своих близких, помогайте дедушкам доходить до дома и наносите SPF очень осознанно. Увидимся в следующем видео из Лиссабона.